Бастион. Надежная опора и защита. Современный толковый словарь русского языка. Название уникальной спринклерной быстродействующей системы пожаротушения выбрано не случайно. Бастион — это быстродействующая автоматическая система тушения и обнаружения. Это по-настоящему надежная защита от пожара таких объектов, как частные дома, медицинские учреждения, гостиницы, кафе, магазины, офисные помещения. Именно на эти объекты, не защищаемые установками автоматического пожаротушения по существующим нормам, и приходится большая часть пожаров – 70% по данным МЧС, а это порядка 100 тысяч ежегодно. При этом погибают тысячи человек, а суммы материального ущерба исчисляются миллиардами рублей. Частой причиной таких последствий – позднее обнаружение очагов возгорания. К примеру, когда человек спит и не чувствует угарного газа, а его дом не оснащен устройствами обнаружения и тушения. Медицинские учреждения, офисные помещения, гостиницы – это места, где всегда много людей. И все они уверены, что находятся в безопасности. Это стойкое убеждение легко развеивается, когда в этих местах случаются пожары. Бастион — это уникальная система, разработка которой продиктована желанием собственников обеспечить безопасность людей на своих объектах, защитить свое имущество, избежать неминуемых последствий пожара. Ведь вся ответственность ложится на плечи собственника объекта. Уникальность системы Бастион в том, что это система раннего мультикритериального обнаружения и тушения пожара. Очаг возгорания определяется в самом начале его развития, обеспечивая тем самым минимальное количество выделяемого тепла и токсичных продуктов горения, так опасных для человека. Раннее многофакторное обнаружение возгорания позволяет снизить инерционность системы пожаротушения более чем в 10 раз по сравнению с традиционными спринклерными системами и минимизировать использование огнетушащего вещества, тем самым избежав последствия тушения. Бастион — это гибкая система, состоящая из нескольких элементов и комплектуемая под решение индивидуальной задачи по защите объекта. Основой системы являются оросители спринклерные с устройством принудительного пуска, Старт-3, имеющие встроенный алгоритм обнаружения и тушения пожара, модуль подачи огнетушащего вещества, который является источником водоснабжения системы, панель управления. Чтобы понять, как работает Бастион, представим ситуацию в помещении, где возник очаг возгорания. Это может быть комната частного дома, больничная палата или рабочий кабинет офисного здания. Устройство принудительного пуска Старт-3 постоянно контролирует динамику изменения температуры и изменения инфракрасного излучения от пламени в защищаемом помещении с помощью сверхчувствительных тепловых и оптических сенсоров. Старт-3 постоянно сопоставляет полученную информацию с данными, заранее записанными в его памяти, которые характеризуют нормальное состояние защищаемого объекта и варианты развития пожара. Таким образом, в зависимости от степени их совпадения, Старт-3 классифицирует пожарную ситуацию. Этот процесс подобен памяти человека, осуществляющему поиск чего-либо в окружающем пространстве. Например, поиск объекта по фотографиям. Человек сопоставляет информацию, которую он видит на фотографии, с данными, которые заложены в его памяти. УПП Старт-3 также обнаруживает пожар по записанным в его памяти эталонным образом пожарной ситуации. В случае возгорания Старт-3, постоянно контролирующий динамику изменения температуры с помощью теплового сенсора, обнаружив нарастание температуры, активирует оптический сенсор для получения данных об инфракрасном излучении, характерном открытому пламени. Сопоставив полученные данные с заданными в его памяти, он определяет и классифицирует пожарную ситуацию на объекте как пожар и осуществляет вскрытие оросителя для начала тушения. Одновременно сигнал о пожаре передается на панель управления и сигнализации, основной функцией которой является отображение информации о состоянии системы и дистанционное управление ее устройствами. После начала тушения давление в трубопроводе падает.
В этот момент блок управления автоматически запускает насос модуля подачи огнетушащего вещества, и вода подается в трубопровод к оросителю. В течение нескольких секунд после пуска насоса сигнализатор потока жидкости СПЖ выдает сигнал о потоке жидкости в трубопроводе. Весь процесс от обнаружения до тушения возгорания занимает не более 5 минут. 5 минут, которые решают многое. 5 минут, которые сохраняют чьи-то жизни и обеспечивают сохранность имущества. Быстродействующая система пожаротушения и обнаружения «Бастион» — это гибкая система, которая имеет возможность изменять и устанавливать различные алгоритмы раннего обнаружения очага возгорания, обеспечивает возможность программирования любых алгоритмов управления процессом тушения, может быть интегрирована с другими инженерными системами, в том числе системой «Умный дом», позволяет решать разнообразные задачи по защите объекта, в том числе и интеграции в определенные интерьеры и конфигурации помещений. Все эти многочисленные задачи решаются с помощью различной комплектации системы, которая включает или может включать в себя устройство принудительного пуска спринклерных оросителей УПП Старт-3. Основа раннего обнаружения пожара не только обнаруживает очаг и запускает ороситель, оно также осуществляет автоматическую проверку исправности своего автономного источника питания и цепей пуска. Оборудование рассчитано на круглосуточный режим работы в течение 10 лет. Оросители различного вида и исполнения, позволяющие производить тушение тонкораспыленной водой, защищать площади одним оросителем от 12 до 30 квадратных метров. Они могут располагаться на стене под потолком или размещаться в подвесном потолке, что делает их практически незаметным. Модули подачи огнетушащего вещества в многоэтажном здании его целесообразнее размещать на верхнем этаже, что даст уменьшение гидравлических потерь в трубопроводе и возможность увеличения протяженности труб. В частном доме, как правило, модуль устанавливают в подсобном помещении. Устройство микросистемной автоматики. Именно оно собирает и анализирует информацию с датчиков, измеряет и сравнивает параметры логической обработки сигналов по заданному алгоритму и выдает управляющие команды на исполнительные механизмы. Выносная панель управления с графическим сенсорным дисплеем на основе шкафа управления сигнализацией ШУС для отображения текущей информации о работе и управлении системы устанавливается в диспетчерской или на посту пожарной охраны. Рассчитана на круглосуточный режим работы. Сигнализатор потока жидкости. Контролирует поток воды и может быть использован для формирования команд управления. Дополнительные газовые или аспирационные извещатели, использование которых позволяет устанавливать различные алгоритмы раннего обнаружения пожара. Так, например, принцип действия извещателя пожарного газового ИП-435-1 основан на распознавании молекул газа, выделяющихся на начальной стадии пожара, когда еще нет активной фазы процессов дымообразования и повышения температуры. А извещателя пожарного аспирационного на одновременном анализе сразу нескольких взаимоувязанных факторов пожара, дыма, газа и температуры. Использование тех или иных извещателей позволяет выстраивать различные алгоритмы обнаружения под конкретные задачи по защите объекта. Устройство внутриквартирного пожаротушения «Роса» используется в качестве первичного средства тушения возгораний на ранней стадии. Преимущества быстродействующей автоматической системы тушения и обнаружения «Бастион» очевидны. Обнаружение пожара на начальной стадии. Время обнаружения очага возгорания не более 40 секунд. Инерционность срабатывания системы в 10 и более раз меньше, чем обычных спринклерных АУПТ. А это минимальное количество выделяемого тепла и токсичных продуктов горения и, следовательно, минимальный расход огнетушащего вещества и отсутствие ущерба от тушения. Время автономного тушения 5 минут. Время работы УПП Старт-3 в режиме ожидания — 10 лет. Возможность построения распределенной системы автоматического пожаротушения. Простота в эксплуатации элементов системы, автономный пуск оросителя, автоматический запуск модуля, автоматическое пополнение модуля от центрального водопровода.
Использование оросителей различного исполнения, тонко распыленной воды с расширенной зоной орошения, что позволяет одним оросителем защищать площадь от 12 до 30 квадратных метров, гибкость и интеграция в комплексную систему централизованного мониторинга, оповещения о чрезвычайной ситуации, сигнализации и спасения, стрелец-мониторинг и в систему управления процессами жизнеобеспечения «Умный дом», энергоэффективность и экологичность тушения, малые габариты и вес. Качество продукции подтверждено наличием сертификатов и системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов. Быстродействующая автоматическая система тушения и обнаружения пожаров «Бастион» проходит полный цикл производства в стенах предприятия закрытого акционерного общества производственного объединения «Спецавтоматика». Оросители, узлы управления, модульные пожарные насосные установки, приборы сигнализации и управления, шкафы автоматики – все это оборудование создается на базе инновационных разработок. Выпускаемые изделия проходят испытания на базе собственной лаборатории. Система «Бастион» — это абсолютная новинка производственного объединения «Спецавтоматика», не имеющая аналогов на рынке среди существующих систем пожаротушения. И любое новое, заслужившее авторитет в настоящем, становится надежным будущим.